Захват Верховной Рады Украины, сомнения Байдена и первый тур парламентских выборов во Франции. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Беларусь угрожает российским ядерным оружием Польше и всем, кто угрожает ее независимости. Один из последних аргументов и тезисов, который выступает в качестве сдерживающего фактора, это возвращение на территорию нашей страны нестратегического ядерного оружия. Американские сенаторы держатся за кандидатов в президенты и говорят, что на дебаты обращать внимание не стоит. Одни дебаты – это не карьера, так же как 38 судимостей Дональда Трампа. Марин Ле Пен празднует победу, а французы выходят на улицы, протестуя против ультраправых. Мои дорогие соотечественники, демократия заговорила. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, не забывайте подписываться на канал и не забывайте про кнопочку «Супер спасибо». Это тоже очень важно, так вы можете нас поддержать. Поехали. СБУ задержала группу провокаторов, которые планировали фактически госпереворот. 30 июня они должны были заявить об отстранении военно-политического руководства страны, затем захватить здание Верховной Рады и заблокировать ее работу. Чтобы все это осуществить, им нужно было устроить вече в центре украинской столицы. Это все описала Служба безопасности Украины в своем телеграм-канале. Чтобы собрать людей, организаторы должны были устроить в центре столицы якобы мирное собрание, но большинство участников мероприятия хотели использовать в темную, не раскрывая им истинное намерение относительно провокаций. Группу возглавлял соучредитель общественной организации, которая с 2015 года устраивает антиукраинские акции. В Беларуси угрожают применить ядерное оружие в случае угрозы независимости. Все дело в том, что Беларусь, скорее всего, с дня на день станет участником Шанхайской организации сотрудничества, а Польша якобы старается этому помешать. Кроме дипломатии и общения с другими странами, существует и военно-техническое сотрудничество. Третье – это участие в международных организациях или других образованиях. У нас это союзное государство с Российской Федерацией. У нас это организация договора коллективной безопасности. Один из последних аргументов и тезисов, который выступает в качестве сдерживающего фактора, это возвращение на территорию нашей страны нестратегического ядерного оружия. Он является сдерживающим фактором. Мы обучились обращаться с этим оружием. Мы умеем уверенно его применять. Мы способны это делать, и можете не сомневаться, мы это сделаем, если суверенитету и независимости нашей страны будет создана угроза. Муравейко говорит, что Польша сама спровоцировала миграционный кризис на своей границе, а не белорусские спецслужбы подвозят туда мигрантов. Байден не выходит из предвыборной гонки, остаться его уговорила якобы его семья, с которой он накануне обсудил этот вопрос в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде. Возле резиденции дежурили люди, сторонники Байдена, которые тоже просили его уйти и уступить место другому кандидату. Но семья действующего президента США не только призвала его остаться в гонке, но предложила уволить помощников, которые как-то не так сработали, пишет CNN. Но ключевые сенаторы объединяются вокруг кандидатов в президенты, показывая, что дебаты на самом деле не изменили уровень поддержки и одного, и другого. К примеру, вот сенатор от Демократической партии. Одни дебаты – это не карьера, так же как 38 судимостей Дональда Трампа за уголовные преступления не определяют его репутацию и президентство. Именно поэтому они оба снова здесь. И это тот самый разговор, о котором я говорил в 2016 году, что он будет очень острым. Я говорил это в 2020 году, и я повторяю это в ходе нынешней гонки. Они будут идти очень близко. Или вероятный вице-президент в случае победы Трампа и сенатор от республиканцев. Меня не волнует их выступление на дебатах, Шеннон. Меня волнует, как эти парни выглядят на мировой арене, как они выглядят на частных встречах с мировыми лидерами. И очевидно, что Дональд Трамп показал, что он может хорошо представлять нашу страну на этом форуме, а Джо Байден показал, что не может. Это был поразительный контраст. Но речь идет не о расколе. Речь идет о процветании. Как нам добиться роста зарплат? Как нам перекрыть границу? И как остановить мир, в котором, кажется, все горит под руководством Джо Байдена? Того самого Джо Байдена, которого мы все видели на сцене дебатов всего пару ночей назад.
Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Первый тур парламентских выборов прошел во Франции. Там победу одержала крайне правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая получила 33% голосов. На втором месте левый блок «Новый народный фронт» и 28% голосов. А третье место занимает коалиция сторонников действующего президента Эммануэля Макрона с результатом почти 21%. Последний получает очень небольшое представительство в парламенте. Явка, к слову, была рекордной аж с 2002 года. Такого не было, почти 67%. Теперь лидер партии «Национальное объединение», который пришел на эту должность, заменив Марин Ле Пен, теоретически может стать премьер-министром, но это еще не точно. Он очень хочет, судя по всему, и говорит, что голосование, которое состоится 7 июля, второй тур выборов, расставит все на места. Если избиратели обеспечат нам абсолютное большинство, я готов быть премьер-министром всех французов. Радости не скрывала и сама Марин Ле Пен, на самом деле получив большую поддержку от французов. Мои дорогие соотечественники, демократия заговорила, и французский народ поставил «Национальное объединение» и его союзников на первое место и практически уничтожил блок Макрона. Особенно важно дать Жордану Барделе абсолютное большинство в национальном собрании, чтобы со следующей недели начать восстановление Франции и восстановление единства и национальной гармонии. Чтобы начать эти изменения в правительстве и провести реформы, в которых нуждается страна, нам нужно абсолютное большинство голосов, чтобы через 8 дней Эммануэль Макрон назначил Жордана Бардела премьер-министром. Перед вторым туром сторонники действующего президента Франции и противники ультраправых должны объединиться, чтобы не дать им победить. Действующий премьер-министр призвал таких кандидатов-сторонников, кто занял третье места в первом туре, снять свои кандидатуры в пользу промакроновских сил. Пока по опросам видно, что крайне правые могут таки получить большинство во французском парламенте. Ну а пока на улицы выходят люди, чтобы высказать свое несогласие с победой ультраправых сил. На площадь Республики вышли около 8 тысяч человек. Они держали плакаты «Мы не оставим Францию фашистам» и «Бардела вон». С 1 июля в Совете Европы председательствует Венгрия, сменив Бельгию на этом посту. И следующие полгода повесткой Совета ЕС будет управлять Орбан и его партия. Венгерское правительство уже назвало свои приоритеты на ближайшие полгода. Это повышение конкурентоспособности экономики, укрепление оборонной политики, выравнивание уровня развития разных стран Евросоюза, продвижение фермерской ориентированной политики в сельском хозяйстве, реагирование на демографические вызовы, обеспечение последовательной и основанной на заслугах политики расширения. Мы попросили эксперта объяснить, в чем на самом деле будет заключаться председательствование Венгрии в Совете ЕС. Но это же все равно временное модераторство. Это даже не возглавляние Еврорады, это именно модераторство, которое переходит по очереди каждой стране Европейского Союза на полгода. Кстати говоря, следующие, именно поляки, должны главенствовать в Еврораде. В Евросоюзе 3 основных органа. Это Еврорада, Европарламент и Еврокомиссия. Наибольше между собой взаимодействуют по формированию и реализации соответствующих политик. Это именно Еврокомиссия, как главный исполнительный орган, и Европарламент, который, собственно говоря, все вопросы принимает. От Еврорада занимается стратегическим курсом. Для принятия решений Европейской Рады нужно полный консенсус. И что тут может на что особо повлиять, скажем, модерация Венгрии эти полгода? Честно говоря, мало на что может повлиять. Лидеры стран Карибского бассейна предупреждают о мощнейшем урагане Берил, который приближается к региону. Этот ураган относят к 4-й категории. С собой он несет опасные для жизни ливни и сильнейший ветер.
Ураган Берил движется на запад-северо-запад со скоростью 18 миль в час с максимальной устойчивым ветром 130 миль в час. Обратите внимание на это. Когда я говорил с вами в прошлый раз, ураган двигался быстрее. Сейчас он движется медленнее. Это означает, что пройдет больше времени, прежде чем он достигнет суши. Но когда он достигнет суши, если он продолжит двигаться по той же траектории, это создаст неблагоприятные условия для операторов малых суден, и рыбаки рискуют выходить в море. Снимите свою лодку, уберите лодку. Мы должны подготовиться, организоваться и переждать этот чудовищный ураган. Такова реальность. Это редкое явление, когда крупный ураган появляется так рано в атлантическом сезоне ураганов, который длится с 1 июня по 30 ноября. К тому же он сохранит свою силу и категорию угрозы практически на всем пути следования. Предупреждения об ураганах были объявлены на Барбадосе, Сент-Люсии, Сент-Винсенте и Гренадиновых островах и Тринидаде и Тобаго. Я хочу напомнить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты. То, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам создавать новые и новые видео. Мы вам за это благодарны и просим вас не останавливаться на достигнутом. Также ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Ну, а у меня на этом все. До встречи. Хороших вам новостей.